Зачем Эстония сбросила в Балтийское море тысячи хищников, которые должны были все изменить? В 2007-м эстонские ученые выпустили в прибрежные воды более 2000 серых тюленей. Эти животные весом до 300 килограммов каждый считались опасными вредителями, уничтожающими рыбные запасы. Рыбаки требовали их отстрела, а правительство пошло на невероятный шаг – не убить, а наоборот, расселить еще больше. Результат этого эксперимента оказался настолько неожиданным, что перевернул все представление экологов о Балтийском море. Но чтобы понять масштаб происходящего, нужно вернуться на несколько десятилетий назад, когда это море начало умирать. В 98-м Балтийское море покрылось живым желе. Миллиарды медуз заполонили прибрежные воды от Финляндии до Германии. Их было так много, что рыбацкие сети рвались под весом студенистой массы. Пляжи закрывали на недели, купаться было невозможно. Но самое страшное происходило под водой. Медузы пожирали все. Икру трески, мальков сельди, планктон. За один сезон популяция промысловой рыбы в заливе Ботния упала на 43%. Рыбаки из эстонского города Пярну вытаскивали сети, набитые медузами вместо рыбы. Один траулер за ночь выловил 8 тонн этих существ и всего 20 килограммов сельди. Морские биологи из Таллинского университета забили тревогу. Анализ воды показал катастрофу. Концентрация кислорода упала до критических значений. Медузы не просто ели рыбу, они душили море. Когда миллиарды этих существ умирали и разлагались, они поглощали весь кислород из воды. На дне образовывались мертвые зоны площадью в 1000 квадратных километров, где не выживало ничто живое. Ученые искали причину. Оказалось, медузы — лишь симптом. Настоящая проблема крылась в исчезновении хищников. В 70-х годах в Балтийском море обитало около 15 тысяч серых тюленей. К 95-му их осталось меньше 2000. Охота, загрязнение промышленными ядами, болезни выкосили популяцию почти полностью. Без тюленей рухнула вся пищевая цепочка. Треска, которую раньше контролировали тюлени, расплодилась и съела всех килек. Но потом треску выловили промышленные траулеры. Остались только медузы, у которых в этом море больше не было естественных врагов. Они заполнили освободившуюся экологическую нишу с невероятной скоростью. Эстонское правительство столкнулось с выбором. Рыбная отрасль приносила стране 300 миллионов евро ежегодно. Туристический бизнес на побережье – еще 200 миллионов. Все это оказалось под угрозой из-за нашествия медуз. Традиционные методы не работали. Собирать их сетями было бесполезно, они размножались быстрее. Химикаты убили бы вообще все живое. Требовалось радикальное решение. Профессор Томас Кивисильд из Института морских исследований предложил идею, которую коллеги сначала сочли безумной. Вместо борьбы с медузами нужно восстановить популяцию серых тюленей. Не 200 особей, не 500, минимум 2000 хищников за 3 года. Министр окружающей среды назвал это самоубийством для рыбной отрасли. Один взрослый тюлень съедает до 10 килограммов рыбы ежедневно. 2000 тюленей – это 7300 тонн рыбы в год. Кивисильд показал расчеты. Медузы уничтожали 120 тысяч тонн молоди рыбы ежегодно. Тюлени съедят в 16 раз меньше, но при этом будут контролировать популяцию трески, которая поедает мальков сельди. Математика была безупречной, но рыбаки встретили план протестами. В порту Хаапсалу 200 человек перекрыли дорогу, требуя запретить проект. Их деды охотились на тюленей как на вредителей, а теперь государство хотело их разводить. Правительство пошло на риск. В 2007-м стартовала программа стоимостью 8 миллионов евро. Первую партию из 300 тюленей привезли из Швеции на специальных судах с морской водой. Животных выпускали на островах Хиюмаа и Сааремаа, где для них построили защищенные лежбища. Каждого тюленя пометили радиомаяком, чтобы отслеживать перемещение. Через полгода начались проблемы, которых никто не предвидел. Тюлени игнорировали медуз и трески. Они атаковали рыбацкие сети, разрывая их и воруя улов. За первый год рыбаки насчитали 427 случаев повреждения сетей. Ущерб составил 1 200 000 евро. Требования отстрелить тюленей звучали все громче. Но Кивисильд настаивал продолжать. Он объяснял, тюленям нужно время адаптироваться, найти естественные охотничьи угодья. В 2009-м выпустили еще 700 особей, в 2011-м еще 1000.
Радиомаяки показывали, что животные постепенно расселяются по всему побережью, осваивая новые территории. Некоторые уплывали к берегам Латвии и Финляндии. К 2012-му популяция достигла 2800 тюленей. Расходы программы выросли до 14 миллионов евро. Компенсации рыбакам съедали треть бюджета. Медузы никуда не делись, их количество даже выросло. Критики требовали закрыть провальный проект. Министр окружающей среды был готов подать в отставку. Но именно тогда начало происходить нечто странное. Весной 2013-го рыбаки из Пярну заметили изменения. Сети стали чище. Медуз попадалось меньше, но это списали на случайность. Через месяц то же самое сообщили из Куресаари, потом из Хапсалу. Биологи взяли пробы воды в 10 точках побережья. Концентрация медуз снизилась на 23% по сравнению с прошлым годом. Кивисильд отправил исследовательское судно в открытое море. Подводные камеры зафиксировали картину, которую не ожидал увидеть никто. Тюлени охотились стаями по 15-20 особей. Они окружали косяки трески и методично загоняли рыбу к поверхности. Треска в панике пожирала все на своем пути, включая медуз. Потом тюлени атаковали и съедали саму треску. Хищники создали идеальную охотничью стратегию, используя жертву как живое оружие против медуз. Но это было только начало. Радиомаяки показали странную картину перемещений. Тюлени концентрировались в конкретных районах моря, игнорируя другие участки с таким же количеством рыбы. Ученые проверили эти зоны и обнаружили нечто поразительное. Тюлени целенаправленно охотились там, где концентрация медуз была максимальной. Они не ели медуз напрямую, но их присутствие запускало цепную реакцию. В 2014-м программу расширили. Эстония договорилась с Данией и Швецией о совместном проекте. Еще 3000 тюленей выпустили в разных точках Балтийского моря. Теперь хищники патрулировали акваторию от Копенгагена до Стокгольма. Каждая группа тюленей контролировала свой участок площадью около 100 квадратных километров. Рыбаки перестали жаловаться. Да, тюлени иногда рвали сети, но улов рыбы вырос на 38%. Сельдь вернулась в прибрежные воды, килька снова появилась в заливах. Впервые за 20 лет траулеры стали возвращаться с полными трюмами. Один капитан из Сталина выловил за ночь 3 тонны сельди там, где год назад были только медузы. Датские биологи зафиксировали еще один эффект. В районах, где охотились тюлени, содержание кислорода в воде выросло на 12%. Мертвые зоны на дне начали оживать, появились моллюски, крабы, донные рыбы. Экосистема восстанавливалась со скоростью, которую считали невозможной. К концу 2015-го в Балтийском море обитало 6200 тюленей. Популяция медуз сократилась на 61%. Но самое удивительное открытие ждало ученых впереди. То, что они обнаружили в 2016-м, полностью изменило понимание морских экосистем. Подводные дроны зафиксировали у берегов Саарема то, чего не видели 40 лет. На глубине 20 метров росли густые заросли морской травы, зостеры. Целые поля зелени колыхались в течении на площади в 200 гектаров. Последний раз такое наблюдали в 70-х, до массового загрязнения моря промышленными стоками. Зостера оказалась ключом ко всему. Эта трава производила кислород и фильтровала воду, но главное, она служила убежищем для мальков. В зарослях прятались молодые сельдь, килька, камбала. Тюлени не могли охотиться в густой траве, поэтому молодняк рыбы получил идеальное укрытие. Выживаемость мальков выросла в 4 раза. Финские океанологи обследовали дно в заливе Ботния. Там обнаружили колонии мидий общим весом более 500 тонн. Эти моллюски отфильтровывали воду, очищая ее от органических остатков гниющих медуз. Одна мидия пропускала через себя до 50 литров воды в сутки. 500 000 мидий превратились в гигантскую природную систему очистки. Но откуда взялись мидии и трава? Анализ показал удивительную вещь. Тюлени переносили на своей шкуре семена зостеры и личинки моллюсков между разными участками моря. Каждый тюлень был живым транспортом для десятков видов организмов. Они путешествовали от Эстонии до Швеции, от Финляндии до Дании, распространяя жизнь по всему морю. Шведские ученые обнаружили еще более странный эффект.
В местах охоты тюленей концентрация фосфора и азота в воде снижалась на 30%. Эти вещества попадали в море из сельскохозяйственных удобрений и вызывали цветение водорослей, которые потом гнили и отравляли воду. Тюлени разрывали этот цикл. Оказалось, хищники меняли поведение рыбы. Косяки, трески и сельди больше не стояли на месте, а постоянно перемещались, спасаясь от тюленей. Это движение создавало течения, которые перемешивали слои воды. Богатая кислородом поверхностная вода опускалась вниз, оживляя придонные зоны. Мертвое дно превращалось в цветущий подводный луг. К 2017-му биомасса рыбы в Балтийском море выросла на 82%. Рыболовецкие компании Эстонии получили рекордную прибыль – 450 миллионов евро за год. Туристы вернулись на пляжи, купаться стало безопасно. Гостиницы на побережье были забронированы на месяцы вперед. Европейский Союз выделил 30 миллионов евро на расширение программы. Польша и Германия заказали по 1000 тюленей для своих прибрежных вод. Проект, который считали провальным, превратился в образец восстановления морских экосистем. Но впереди ждало открытие, которое поставило под сомнение все, что ученые знали о Балтийском море. Зимой 2018-го метеорологи зафиксировали аномалию. Температура воды у эстонского побережья оказалась на 1,5 градуса выше, чем в предыдущие 10 лет. Сначала это связали с глобальным потеплением, но датчики показывали странную картину. Вода была теплее только в тех зонах, где обитали тюлени. В остальных районах температура оставалась обычной. Кивисильд отправил экспедицию на остров Рухну. Там зимовала колония из 800 тюленей. Тепловизоры показали невероятное. Лежбища тюленей излучали столько тепла, что прогревали окружающую воду на глубину до 5 метров. 800 животных весом по 250 килограммов каждый работали как природные обогреватели. Их метаболизм производил огромное количество энергии, которая уходила в воду. Теплая вода привлекла виды рыб, которых не видели в этих широтах. У берегов Хиюма поймали европейского анчоуса. Эта рыба обычно обитает в Средиземном море. Появились косяки скумбрии, которая раньше заходила в Балтику только летом. Рыбаки вылавливали виды, которые не значились ни в одном местном справочнике. Немецкие океанологи обнаружили еще более странное явление. В районах обитания тюленей изменился химический состав воды. Концентрация углекислого газа упала на 27%. Тюлени выделяли в воду вещества, которые стимулировали рост фитопланктона, микроскопических водорослей. Эти водоросли поглощали углекислый газ и производили кислород. Одна колония тюленей создавала вокруг себя зону чистого воздуха площадью в 15 квадратных километров. Латвийские ученые заметили изменения в поведении птиц. Бакланы, чайки и крачки строили гнезда рядом с лежбищами тюленей. Популяция морских птиц выросла на 43% за 2 года. Птицы питались рыбой, которую вспугивали тюлени во время охоты. Формировалась сложная система взаимодействия. Тюлени охотились, птицы подбирали остатки, их помет удобрял воду, стимулируя рост планктона. Шведы зафиксировали самое поразительное. В прибрежных водах появились серые киты. 3 особи провели у берегов Готланда целый месяц, хотя эти животные никогда не заходили в Балтийское море. Киты питались крилем, популяция которого взорвалась благодаря изобилию планктона. Тюлени случайно создали условия для существ, которые на несколько порядков крупнее их самих. К 2019-му Балтийское море изменилось до неузнаваемости. Прозрачность воды выросла в 3 раза, теперь дно просматривалось на глубине 12 метров вместо 4. На спутниковых снимках море выглядело ярко-голубым, а не мутно-зеленым, как раньше. Ученые из 9 стран наблюдали за трансформацией экосистемы, но никто не мог предсказать, что произойдет дальше. Популяция медуз рухнула до уровня 70-х годов. Весной 2020-го биологи насчитали всего 200 тысяч особей в эстонских водах вместо прежних 200 миллионов. Медузы не исчезли полностью, но заняли свое естественное место в пищевой цепи. Они больше не доминировали, а существовали в балансе с другими видами. Треска вернулась в промышленных масштабах. Траулеры вылавливали по 5 тонн за ночь в районах, где 3 года назад сети выходили пустыми. Возраст рыбы изменился. Попадались крупные особи весом до 8 килограммов. Раньше треску вылавливали молодой, не давая вырасти.
Теперь тюлени регулировали популяцию естественным образом, позволяя рыбе достигать зрелости. Финские исследователи обнаружили восстановление коралловых рифов. Да, в Балтийском море существуют холодноводные кораллы, о которых мало кто знает. Эти организмы росли на глубине 40 метров у берегов Аландских островов. Рифы считались мертвыми с 90-х годов, но теперь кораллы снова покрывали подводные скалы. Их рост ускорился в 5 раз благодаря чистой воде и обилию планктона. Польские ученые задокументировали возвращение атлантического осетра. Эту рыбу считали вымершей в Балтике с 50-х годов. В устье Вислы поймали самку длиной 2 метра 10 сантиметров. Анализ показал, осетр прожил в море минимум 30 лет, прячась в глубоких ямах. Улучшение условий заставило реликтовых рыб выйти из укрытий. Немецкие экологи зафиксировали исчезновение мертвых зон. Еще в 2015-м на дне Балтики существовало 7 участков, где концентрация кислорода равнялась нулю. Эти области занимали общую площадь 23 тысячи квадратных километров. К 2021-му все мертвые зоны исчезли. Даже самые глубокие впадины содержали достаточно кислорода для жизни донных организмов. Рыболовецкая отрасль переживала расцвет. Эстонские компании экспортировали рыбу в 27 стран. Годовая прибыль достигла 680 миллионов евро. Правительство получало налогов на 120 миллионов больше, чем потратило на программу с тюленями. Проект окупился и начал приносить чистую прибыль государству. Туризм вырос на 90%. Пляжи Пярну принимали 2 миллиона отдыхающих за сезон. Дайвинг-центры открылись в 10 прибрежных городах. Подводный мир стал настолько красивым, что привлекал любителей со всей Европы. Один немецкий турист заплатил 3000 евро за недельный тур с наблюдением за тюленями в естественной среде. Популяция самих тюленей стабилизировалась на уровне 8000 особей. Они перестали размножаться бесконтрольно, природа сама установила оптимальное количество хищников для этой экосистемы. Рождаемость упала до уровня смертности, создав идеальный баланс. Летом 2022-го спутники НАСА зафиксировали аномалию, которая озадачила климатологов всего мира. Балтийское море поглощало углекислый газ со скоростью, характерной для тропических лесов Амазонии. 1 квадратный километр балтийской воды связывал столько же углерода, сколько гектар джунглей. Это противоречило всем известным моделям морских экосистем. Международная группа ученых прибыла в Таллин с оборудованием стоимостью $12 миллионов. Глубоководные зонды взяли пробы с глубины 120 метров в Готландской впадине, самой глубокой точке Балтики. Результаты анализа шокировали даже скептиков. На дне образовался слой органического осадка толщиной 30 сантиметров. Этот осадок состоял из останков планктона, водорослей и мелких организмов, которые захоронили в себе огромное количество углерода. Расчеты показали невероятное. За 5 лет Балтийское море превратилось в гигантскую ловушку для парниковых газов. Оно связало 7 миллионов тонн углекислого газа. Столько же выбрасывают 2 миллиона автомобилей за год. Тюлени запустили процесс, который создал природный механизм борьбы с изменением климата. Их охотничья деятельность стимулировала рост планктона, который поглощал СО2 из атмосферы, умирал и опускался на дно, навсегда изолируя углерод от атмосферы. Шведские климатологи просчитали сценарий на 20 лет вперед. Если популяция тюленей останется стабильной, Балтийское море станет одним из крупнейших естественных хранилищ углерода в Европе. Оно сможет компенсировать выбросы всей прибалтийской промышленности. Стоимость этой экосистемной услуги оценили в 8 миллиардов евро ежегодно. Но самое поразительное обнаружили датчане. Они изучали влияние Балтийской воды на Северное море. Течения выносили богатую планктоном воду через проливы в Атлантику. Эта вода создавала цепную реакцию, стимулировала рост водорослей в Северном море, что привлекало рыбу, которая привлекала более крупных хищников. Восстановление Балтики запустило оздоровление соседних морей. Норвежские рыбаки сообщили о рекордных уловах трески в районах, куда доходило Балтийское течение. Британцы зафиксировали возвращение атлантической сельди к берегам Шотландии после 20-летнего отсутствия. Один маленький эксперимент в эстонских водах изменил экологию целого региона площадью 2 миллиона квадратных километров. Европейский Союз объявил программу стоимостью 300 миллионов евро.
Цель – восстановить популяции крупных морских хищников во всех европейских водах по Балтийской модели. Средиземное море получит тюленей-монахов, северное – серых тюленей, черное – дельфинов. Эстонский проект превратился в образец для всего континента. Кивисильд получил Европейскую экологическую премию и грант в 5 миллионов евро на дальнейшие исследования. Его идею, которую называли «безумной», теперь изучали в университетах как пример успешного восстановления экосистемы. Ученый дал интервью, где сказал фразу, которая облетела весь мир: «Природа не нуждается в спасении. Ей нужно просто не мешать делать свою работу». Зачем Эстония сбросила тысячи хищников в Балтийское море? Ответ оказался прост и сложен одновременно. Не для того, чтобы убить медуз или увеличить улов рыбы. Тюлени вернули морю то, что люди у него отняли – естественный баланс. Без вершины пищевой пирамиды вся экосистема рушилась, как дом без крыши. Хищники оказались не врагами моря, а его архитекторами. К 2023-му Балтийское море стало самым изученным водоемом планеты. 117 научных работ описывали феномен восстановления. Термин «балтийская модель» вошел в учебники экологии. Китай пригласил эстонских специалистов для консультаций по спасению Желтого моря. Австралия заказала проект восстановления Большого барьерного рифа с использованием морских хищников. Экономический эффект превзошел все прогнозы. Рыбная отрасль Прибалтики приносила 1 миллиард 200 миллионов евро ежегодно, туризм – еще 800 миллионов. Экспорт чистой питьевой воды, которую научились получать из балтийской морской воды, добавил 300 миллионов. Инвестиции в 14 миллионов евро принесли отдачу в 80 раз больше за 15 лет. Но цифры не отражали главного – на побережье вернулись дети. 20 лет родители боялись отпускать детей купаться из-за медуз и грязной воды. Теперь пляжи заполнялись семьями. В прибрежных школах открыли морские классы, где дети с 8 лет изучали океанологию. Новое поколение эстонцев росло с пониманием: море не ресурс для эксплуатации, а живой организм, требующий уважения. Популяция тюленей достигла 9000 особей и остановилась. Природа сама установила предел, который обеспечивал оптимальное функционирование экосистемы. Некоторые тюлени доживали до 40 лет, рекордный возраст для этого вида. Они больше не боялись людей, но и не приближались слишком близко. Установилось взаимное уважение между видами. Рыбаки изменили отношения кардинально. Теперь они защищали тюленей от браконьеров жестче, чем государственные инспекторы. Ассоциация рыбаков Пярну установила на лежбищах камеры наблюдения на собственные деньги. Повреждение сетей тюленями упало до минимума. Животные научились различать промысловые снасти и обходить их стороной. Ну а пока тюлени учат рыбаков, как избежать сетей, вы можете научиться чему-то новому на нашем сайте whiteori.com. Загляните, если вам интересно, как природа влияет на наше восприятие. Ссылка в описании. Последнее исследование 2024 года показало самый удивительный результат. Биологическое разнообразие Балтийского моря выросло на 137% по сравнению с 2007. Обнаружили 23 вида организмов, которые считались вымершими в этих водах. Море вернулось к состоянию начала 20 века, когда человеческое влияние было минимальным. Эстония доказала, восстановление природы не требует фантастических технологий или триллионных бюджетов. Достаточно понять, как работает экосистема, и вернуть недостающий элемент. Тюлени спасли Балтийское море не потому, что были особенными. Они просто заняли свое законное место в природном порядке вещей. Результат удивил всех, кроме самой природы. Она всегда знала, как должно быть.